Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Сегодня снова будет блюдо совсем не полезное, да, поэтому уведите детей слабонервных от экрана. Картофельное пюре. Картофельное пюре – это великолепное блюдо, это волшебный гарнир, и оно может быть самостоятельным блюдом. Знаменитый французский повар Жиль Робюшон ввел золотой стандарт. Да, на килограмм картофеля берется 200 грамм жирных сливок и 250-300 грамм сливочного масла. Понимаете, о чем я говорю, да? Я беру картофель, у меня здесь 700 грамм, 800 грамм, поэтому я возьму 200 грамм сливок, и я возьму где-то 150-200 грамм сливочного масла. Больше уже не нужно. Начну я с того, что не буду сегодня варить картофель, как это принято, а запеку его в духовке прямо так. Вот. Это позволит мне добиться более сухой консистенции, да, у меня не будет слишком много жидкости. Поэтому сейчас я кладу картофель в духовку и примерно прощаюсь с ним на 45 минут. Так, ну что, картошка у меня практически готова. Достаю ее из духовки. Внешне, конечно, незаметно, что что-то изменилось. Но если ткнуть ножом, да, то она абсолютно готова. Теперь я включаю на медленный огонь сковороду, да, и в ней я погрею сливки. Мне не нужно, чтобы они закипели, мне нужно, чтобы они просто были теплые. Мне нужно почистить картофель. Что я для этого делаю? Я беру картофель, режу его пополам. И теперь, чтобы не обжечься, да, я беру и ложкой. Картофель получается очень сухой, пропеченный. У него немножко будет такой вкус дымка. Поэтому, если есть время и желание, ну и хочется сделать прикольное блюдо, картошку лучше запекать. В принципе, эти очистки потом можно отдать детям, если они плохо себя ведут. Так, ну вот, я картошку практически всю выковырил. Так. И у меня вот эта специальная терка для картофельного пюре. И я спокойненько, не торопясь, перетираю. Пюре будет очень однородным, нежным. Вот что у меня получилось, какая красота. Я беру масло. Масло у меня растаяло. Сначала половину. Беру немножко сливок. Так. И тоже такой спокойный, медитативный процесс. Аккуратно размешиваю картофель со сливками, с маслом, чтобы была хорошая консистенция, чтобы он был жирный. Еще немного сливок. Мешаем дальше. Я хочу, чтобы пюре у меня было, ну, таким, я бы сказал, достаточно жидким. Картофельное пюре во всем мире считается очень универсальным гарниром или основой для очень тонких ароматов. Например, в Италии в сезон белых трюфелей именно с картофелем или с омлетом традиционно подают трюфель. То есть считается, что картофель очень хорошая насыщенная основа.
и прекрасно передает вкус. Я сегодня тоже хочу провести один небольшой эксперимент. Маленький сюрприз будет. Пробую. Очень жирно, очень кремово. Совсем немножко сливок осталось мне добавить. Я считаю, что сливок хватит. И вбиваю сливки в картофель. Теперь соль. Часто в картофельный пюре добавляют белый перец, мускатный орех, но я этого сегодня делать не буду, потому что я добавлю что-то другое. Еще чуть-чуть соли. Получается великолепная совершенно вещь. Такая вот красивая нежная масса. Все. Картофельное пюре готово. Теперь вот что у меня получилось. То есть достаточно такая не густая масса, да? Накладываем. Просто красота. Я делаю 3 тарелки, потому что я хочу попробовать с разными начинками картофель сегодня. В Штатах есть такой термин comfort food, да, то есть еда, которая расслабляет и успокаивает. Вот я считаю, что картошка – это прям такой comfort food. Так, извините. Она супер кремовая, жирная. Из-за того, что я ее запекал, есть такой небольшой намек на дымок, но в целом просто великолепно. Я картофельное пюре ем очень редко, и поэтому для меня праздник, поэтому я считаю, что шампанское очень подходит к этому моменту. Объясню почему. Что я хочу попробовать. Сначала я хочу попробовать сделать картофель с сыром. У меня есть великолепный козий жидкий сыр, который я добавлю сверху. Вот так вот. Блин. Вы не поверите, это прекрасно просто. Офигеть можно. Я счастлив. Это так вкусно. Сыр солоноватый, немножко вонючий. И с картошкой. Так. Ну, здорово. Пробуем другое. Еще более редко, чем картофель, я могу себе позволить вот этот продукт. Это великолепная черная икра. И я сегодня буду есть с картошкой. Ну что, пробуем? Вообще просто. Я такого никогда не ел. Первый раз попробовал это сделать, и прям удалось. Можно мне еще икра? Икра просто великолепная, малосольная, нежная. Вот идеальная осетровая икра. Картошка немножко сладковатая, да, поэтому как вот мы иногда едим икру с блинами, это еще лучше жевать вообще не надо. Блин, идеальный продукт. И кому не нравится, пусть бросит сам в себя камень, потому что это просто квинтэссенция русскости. Маша, спасибо за икру. У Маши всегда лучшая икра на свете. Нереально здорово. Просто реально здорово. Не могу остановиться. Кто бы мог подумать. Это можно подать как закуску. Это можно подать как отдельный ланч.
вы уничтожите всех своих гостей интеллектуально и морально, если подадите перед званым ужином такую закуску.